Мы совсем немного можем показать, на что он способен. Это проект, который мы построили в 2019 году. Всем привет! Это очередной обзор на один из наших проектов. Меня зовут Арсен, руководитель и дизайнер компании CL Global Concept. В этот раз у нас Nissan GT-R, и это один из мощных автомобилей Краснодарского края. Под капотом у нас 1400 кобыл. Но этот обзор не об этом. Мы опять же расскажем немного о нас и о дизайне, который мы разработали для этого автомобиля. Этот проект под названием Годжира был реализован в 2019 году и готовился к международной выставке в Женеву. Ну, соответственно, также он с 911 и Урусом загрузились в эвакуаторы. Мы доехали до Женевы, немного попутешествовали по Европе. Ну и, к сожалению, в связи с пандемией нам пришлось вернуться обратно. Женевская выставка была закрыта. Это именно второй экземпляр рестайлинга Годжира. Он изготовлен в карбоновом исполнении. То есть все навесные детали поменены, кроме дверей. То есть из заводских элементов у нас остались двери и задние крылья. Заменена крыша, вернее, у нее установлена накладка. Передний, задний бампер, пороги, расширители, крылья, капот, и все это изготовлено из углеволокна. И редко когда для GT-R исполнение углеволокна твил 4х4, но в нашем случае мы именно из этого рисунка и сделали этот автомобиль. И он получился достаточно интересным. Ну и, конечно, под сатиновым лаком это смотрится все очень брутально, но скоро вы все увидите. Мы совсем немного можем показать, на что он способен, но это будет совсем немного. И дальше расскажем уже об обзоре, исключительно о дизайне. Переключаемся на механику, немного спускаем обороты и пойдем.
Я нахожусь уже на знакомом вам месте, чтобы рассказать об очередном нашем проекте. Это проект, который мы построили в 2019 году, Nissan GT-R под прозвищем Годжира. Почему именно Годжира? Ему прилипло название Годзилла после того, как японский автопром Nissan выпустил очередной свой проект, который влюбил в себя, соответственно, миллионы автолюбителей. Его назвали Годзилла, но мы решили копнуть глубже и назвать его Годжира, так как это название изначально придумано японцами, название своего монстра. Итак, какие именно задачи мы поставили перед собой в выполнении дизайна на Nissan GT-R? Одна из них – это расширить автомобиль, другая – это сделать его немного вытянутый, и, соответственно, он получился немного больше. Для чего нам расширять автомобиль? Почему мы это делаем? Если мы обратим внимание на это крыло, у нас есть здесь дополнительный плавник. На заводском крыле, на его форме, это сделать невозможно. Поэтому за счет расширения мы играем формами и создаем немного другой объем. Этот плавник переходит у нас в линию бампера, и таким образом спереди получается такой клык. И он дает ему агрессию, вот скажем так, вот эти формы монстра. А если мы обратим внимание на передний сплиттер, он переходит в такие вертикальные сплиттера, жестко соединенные с бампером. У нас как здесь есть продув, так и здесь, в этом месте, есть продув. Его не видно из-за решетки, но он есть. Так, когда мы расширяем, да, переднюю часть, однозначно у нас увеличивается сопротивление. Для того, чтобы его уменьшить, все такие большие объемные детали мы должны делать продуваемыми. Таким образом мы убираем вот эту сопротивляемость. Также у нас есть дополнительная линия на капоте. Она, как на рестайлинговой версии, переходит в бампер. Таким образом также увеличивает немного форму, здесь поднята она, да, и он более выразительно выглядит. У нас есть дополнительное преломление здесь на капоте, уходящее в отвод воздуха. И, скажем так, для спортивных версий, для тех, кто тюнингует, это хороший элемент для циркуляции отвода горячего воздуха с двигателя. Здесь дополнительные элементы треугольные с воздухозаборником внутренним, чтобы также отводить воздух из горячего моторного отсека. Задняя часть крыла у нас переходит также в такой плавник, вертикальный сплиттер. Он также продуваем, также соединен с крылом жестко. И все это переходит, здесь у нас тоже есть продув. Да, мы из двух сторон чувствуем, и снизу он у нас проходит, воздух продувается. Вот. У порога немного изменилась форма, у самого порога, с таким плавником дополнительным на пороге. И мы добавили сплиттер, который, ну, скажем так, делает его объемнее, разрезает воздух, ну, выглядит более агрессивно. Здесь у нас есть также вертикальный сплиттер, у которого есть продувка. Здесь у нас воздух выходит. И одна из таких сложных задач для нас стояла — это выполнить заднее крыло, заднее расширение. Это именно накладка. Первое, что оно не должно сильного сопротивления давать. Второе, оно должно дизайнерски выглядеть как-то интересно, выразительно. И, соответственно, оно у нас вышло в виде плавника и такой спортивной клинообразной формы. Здесь у нас идет продув. Здесь вроде бы как у нас сопротивление, но у нас воздух, поступая сюда, выходит здесь, да, упираясь в колесо. Таким образом мы вот это сопротивление разгружаем. Также одна из доработок — это достаточно нестандартное решение — замена крыши. Это именно накладка на заводскую крышу с переходом в спойлер. Здесь у нас есть дополнительные плавники и линия, переходящая вперед, и она имеет такую окружность, возвращается обратно. Выглядит достаточно интересно и, ну, в стиле Годзиллы, Годжиры, в стиле вот этого монстра. И если мы с вами обратим внимание на крышку багажника, она также заменена. У нас есть такие канавки по центру, и они переходят в такие плавно в общую форму. У нас есть такая форма дактейла. Вроде бы это этот стиль, но он достаточно лаконичный и переходит в бампер, исчезая как в нулевом элементе. И таким образом он и не агрессивный, не сильно грубый, и в то же время он присутствует и придает спортивные формы. Переходим к спойлеру. Перед нами задача стояла сделать его небольшим, оставить стиль Nissan GT-R, но в то же время сделать что-то выразительное. И опять же мы здесь имеем форму таких, как чешуя Годзиллы. Сделали две плоскости, то есть чтобы у нас был такой плавный переход. Приподняли его немного. То есть если у нас заводской спойлер примерно на таком уровне, мы его подняли около 4 сантиметров.
также приподняли ножку. Вот, немного сделали грубыми эти формы, сделали здесь подъем плавный. И получился достаточно интересный спойлер. Он шире, чем заводской, также около 6 сантиметров. И подходит как раз под новую ширину заднего бампера. И как раз перейдя к заднему бамперу, с одной стороны, у него есть сходство с рестайлинговой версией, но мы очень сильно изменили нижнюю часть, диффузор, и приподняли выхлопную систему выше. Когда на заводском автомобиле пытаются, скажем так, нижнюю часть утяжелить, она из-за низкого выхлопа становится еще тяжелее. Для этого, чтобы у нас так не происходило, мы приподняли выхлопную систему и чуть-чуть раздвинули ее в стороны, чтобы осталась ширина у автомобиля. И дополнили его таким сложной формой диффузором. У нас он огибает стоп-сигнал. Это такая форма, как в стиле F1, выходящая, да, чтобы передать вот этот спортивный стиль. И мы обыграли его диффузором, уходящие диффы в глубину. Вот, немного поменяли форму под номерной знак, сделали ее чуть глубже. Вот, под выхлопную систему сделали такой обод, который чуть-чуть выражает ее. И также видно у нас переход с крыла в такую форму, как спереди примерно, да, чтобы было совпадение по формам. Она раздваивается, и здесь у нас есть выход воздуха. Если мы повторяем спортивный элемент и стиль, мы дополняем сюда подачу воздуха. То есть из-под крылка по каналу переходит воздух именно в этот элемент. Это как доп-функция. У нас есть переходящие формы, такие же, как на переднем бампере, такие как небольшие плавнички, разрезающие эту плоскость, чтобы сделать не такой массивной и не прямой. И если взять диффузор, у нас тоже есть подъем, он тоже продувается воздухом, такой вертикальный сплиттерок, разрезающая линия. И вот этот объем боковой части немного разрезает боковину бампера. И вот эти элементы делают вот эту часть более интересно выглядящей, не такой тяжелой. Итак, это был обзор о нашем рестайлинге для Nissan GT-R. И если вы не смотрели предыдущие о Lamborghini Urus, обязательно посмотрите, и до новых встреч!